Минус 10 градусов. Всем доброго времени суток. Сегодня, как видите, у нас на улице снежок выпал снова. Вот, позвонил мне один хороший знакомый, попросил перетащить сено, грубые корма для животных, с одной стороны огорода к сараям, так как у него в свое время был пожар пару лет назад и сгорало сено. И теперь он в целях пожарной безопасности складирует сено с другой стороны огорода. А будем мы с вами его перевозить сегодня на Т-16МГ. Самоходное шасси, оно же. Он же. Так-то можно было бы на Беларуси, на МТЗухе, но у нас на вилах этого нету. Клапана. Вон он еще у нас стоит. Вот он. Мы его еще третью магистраль не подцепили на белорусах. Будем заводить мы с вами сегодня вот этого вот шассика Т-16МГ. Т-40 и МТЗ я запускаю двигатель совершенно по-другому. Я обязательно вам это покажу на днях. Вот. А с Т-16МГ у меня происходит вот такая вот ситуация. Ставлю я вот такой вот, как говорится, угол. И газовой горелкой вот с той стороны вставляю. И здесь идет поток теплого воздуха. Раньше я это эксплуатировал для приготовления пищи курочкам, собачкам. Но сейчас другой обогревательный прибор для этого дела эксплуатирую. Ну а этому приспособлению приспособил его для подогрева двигателя. Сейчас все установим и будем запускать. Ну все, приступаем к работе. Вот так вот у нас это дело происходит. Подогрев двигателя. Здесь вот как видим. Вот. Рука терпит более-менее, но долго не терпит. А для двигателя хватает. Использую я обычный газ. Пропан. Вот. Ну и все, сейчас с полчаса подогреется, и мы будем пробовать запускать двигатель. А пока, чтобы время скоротать, мы пойдем почистим снежок, чтобы хорошо у нас открылись вот эти вот ворота. Вот, маленечко здесь. Очистили мы ворота, открыли их уже. Вот, сейчас пойдем закроем газ, чтобы выгорел полностью. И будем пробовать запускать трактор. У него даже вон стеклышки инеем покрылись от тепла. Мне кто-то вперед задавал вопрос по ангарчику. Мол, что, как, что сделано. Ничего здесь превентивного нету. Один каркас я обшит профнастилом. Здесь вот сварил ферму. Вот она. Что получается? Так, 8 метров она держит крышу именно. Так как у меня вот здесь сейчас ТЗ стоит и Т-40, и там у меня будет этот теплый гараж. Ну а сейчас как-то так, как говорится. Так, перед тем, как запустить двигатель трактора, хочу сказать, что залита у нас солярка летняя здесь. Мы пользуемся постоянно летней соляркой, так как он в кабине, бак расположен, и тепло идет от этого, от двигателя еще. Трактор у нас, на трактор установлен этот аккумулятор, по-моему, если не соврать, 62 или 65. Ну и стоит редукторный стартер. Сейчас посмотрим, как это дело все заведется. Так, включаем массу. Свет, как последний раз заезжал, крайний. Включаем этот декомпрессор. Нажимаем сцепление. Газ полный. Ну и все, пробуем запускать. Педалька замерзла. Ну и
как видите, он у нас без проблем запустился. Пускай сейчас поработает немножко. И будем выезжать. Постоял он у нас, погрелся. Будем выезжать. Оборота немного убавил. Нажимаем сцепление, черепашку. И все, и пробуем выезжать. Самое главное, ничего не зацепить. Видимости практически ноль. Итак, приехали мы к месту своей работы. Вот сделал я уже пару рейсов. Надо вон оттуда везти сюда. Ну и все. Продолжаем работать. Солнце еще высоко. Ну вот и наш шассик приехал домой. С Колымчиком мы уже приехали уже к себе домой. Сейчас тоже себе надергаем сенца. И на сегодня будет достаточно работы. Хозяин просто счастлив. Так что себе сейчас надергаем и все. Вот мое хозяйство. Вон у нас пополнение. Овечечка объягнилась одна. Ну все, приступаем к работе. Надергали мы вот сено. Облегчили дне на несколько свой труд. Ну и сейчас немного расскажу. Немного о погрузчике. Ну, о Т-16, о тракторе. Вот такими вот вилами я раньше чистил назем в Деннике. Ну, вот в таком вот, только на той усадьбе. Все прекрасно получалось. Ножи данные сделаны у меня с грейдерского ножа. Напополам я его разрезал. Ну и так вот заострял. Вот видно, не видно. Вот еще отверстия для крепежа их. Как видите, они ходят ходуном, но они очень-очень крепкие. Но правда, в прошлом году по весне, может даже в этом году по весне, ну зимой это можно сказать, то же самое, также вот дергал сено, перевозил, у меня сток сена стоял в том месте.
И при соприкосновении с землей, он вот в этих вот местах, вот, ну ровно где-то вот здесь вот здесь вот, и здесь вот в этом месте, они у меня отломились. Просто прикосновение с землей, прям чуть-чуть небольшенькая нагрузка, и все, они у меня отломились. Ну я вот их вот так вот укрепил, не знаю, будут держать, не будут, но пока держат еще с весны. И все. Сам шассик мне очень сильно нравится работать на нем. Очень маневренный. Рулевое управление, как на иномарке. Так что вот такие вот пироги. Может быть, кому интересно будет, кто будет сам делать вот это все дело, так как продаваться, может быть, сейчас уже продаются, я не интересовался. Но мы вот этот погрузчик делали с отцом сами, вдвоем. Кому нужны будут размеры, вот это вот все, могу без проблем измерить и дать. Ну а сейчас внутрь залезем. Вот на холостых оборотах. После чего-то часа полтора-два мы, наверное, работали. Вот к 40 только приблизилось и все. Давление двоечка на малых оборотах. Заглушим. Здесь вот стоит у нас распределитель трехсекционный, похожий на осьминога. Вот. Нигде ничего не сопливит, ничего, все хорошо. Кто будет переделать, вот так вот он у нас размещен. Это у нас zip, ключи. Ну и здесь вот то же самое также. Вот, видите? Все хорошо. Конечно, так не дело работать. Тяжеловато ему по снегу. Я бы, конечно, если бы на МТЗ стоял клапан вот этот верхний, я, конечно же, поехал работать на МТЗ. Но так как клапана там нету, а без клапана это не работа. Оно все просто вываливалось бы и все переворачивалось. Клапан играет очень большую роль, с моей точки зрения. Ну и все. Сейчас день уже, конечно, подходит к завершению. Я вам чуть попозже покажу. Может быть, завтра или послезавтра, когда буду заводить. Но, скорее всего, как вот это вот дело скормлю, тогда и буду заводить. Покажу, какие у меня на нем стоят цепи. Ну все, до следующего раза. Не переключайтесь, я думаю, будет интересно, как он идет по снегу на цепях. И снова всем здравствуйте. Сегодня у нас 14 градусов. И как я уже обещал вперед, сегодня мы будем запускать снова Т-16МГ нашего шассика. Но прежде чем мы его будем запускать и ехать работать, мы на него оденем цепи. Как сейчас все будет происходить, все вам покажу. Запускать двигатель буду аналогичным способом, как и в прошлый раз. Подходим к ангарчику, слышим, как работает горелка газовая. Закрываем ее. Закрываем. И производим запуск двигателя. Включаем массу. Снова свет горит. Так как заезжали уже потемно по сумеркам. Выжимаем сцепление. Включаем декомпрессор. Ну и все, погнали. Для того, чтобы нам установить цепи
на вот эти вот задние колеса нам понадобятся непосредственно сами цепи. Они самодельные у нас. Вот они у нас как выполнены. По краям вот такие вот крючки. С одной стороны вот крючок, с другой стороны нет. Так, здесь с той стороны вот крючочки и все. Вот они. Ну, сейчас сами все увидите. Вот такой вот реечный домкрат. Хайджек он называется. Очень хорошее подспорье в хозяйстве. Прям не как-нибудь, а вообще любые грузы такие подъемные. Ну, он на 3 тонны вообще рассчитан. Все им делаю практически. Ну и все, приступаем к работе. Итак, колесо у нас крутится, и мы все одеваем цепочку. Вроде подставила, все равно катится. Он прям налево. Мы сейчас домкрат по-другому поставим тогда. Так, продолжаем одевать цепочку. Вот она уже одета, цепь. С одной стороны я защелкиваю на крючочек цепочку. Сейчас вам покажу. Так, с одной стороны я вот ее защелкнул. Вот защелкнул на цепочку и все. А с этой стороны я в прошлом году на проволоку прикручивал. Но в этом году купил Taurolab. Сейчас им закручу, стяну и все. Итак, прошло какие-то 5 минут, и мы с вами установили на одно колесо цепи. Эксплуатировал я вот этот Taurolab первый раз, не знаю, будет держать, не будет. Так-то вот эти вот стеночки не дают, как говорится, надежды, но бог его знает, здесь практически нагрузки-то никакой нету. Ну и все, сейчас переходим на другую сторону колеса, на другую сторону трактора на колесо. Этот вот я закрепил таким вот капроновым хомутиком, чтобы он не крутился, не раскрутился, не расслабился. Ну будет, если потеряем где что как,
На проволочку можно зацепить. Ну, мне здесь далеко не ездить. В основном по территории своей все. Как-то так. Ну все, переходим на другую сторону. Аналогично правому колесу приводим левое колесо. Так. Ага. Вот и все готово. На этой стороне у нас вот на крючочках только держится, и все. Что с этой стороны, что вот с этой стороны. Все гуд. Ну все, сейчас едем, все надергаем. Очень во многих случаях меня этот домкрат спасал. Как в грязи, так и дома. Где что поднять быстро, опустить. Справляется на 5 с плюсом. Сейчас вот это вот остаток от стога сена надергаем, буквально в 5 метрах переложим. Вся наша задача на сегодня.
Ну вот и наша 10-минутная работа закончена. Шассик со своей задачей справился на отлично. Как видели, сколько бы я ни брал сена, задние колеса не буксуют, не пробуксовывают. А это самое главное. Ну и все. Как видите, зимует у меня в одном углу сенозаготовительная техника, а в другой перевозочная. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много нового интересного. Кому что интересно, как я уже говорил, пишите. Отвечу всем без исключения. Ну и все. Всем всего доброго и до новых встреч. Не ломайтесь. Едем на постоянное место дислокации. В ангарчик.